Всем привет, друзья! Я Света, и вы на канале Home Food. Домашний и вкусный хлебушек у меня сегодня. Простой и рабочий рецепт идеальных багетов. А еще и с вкуснейшей сливочно-чесночной помадкой. К обеду или ужину, а также на завтрак. Отлично насытят и дополнят ваш рацион. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. В чаше объединяем все необходимые сыпучие ингредиенты. 750 грамм муки. У меня сегодня два вида: цельнозерновая и обычная пшеничная высшего сорта. 2 чайные ложки соли, 10 грамм сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара. Перемешиваем и делаем в середине углубления. Вливаем 500 мл пахты или простокваши комнатной температуры. Лопаткой немного перемешиваем. И еще вливаем 40 мл растительного масла. Продолжаем замешивать дрожжевое мягкое тесто. Количество муки немного разнится. Возможно, кому-то понадобится немного больше, чем 750 грамм. А может быть и наоборот меньше. Все зависит от сорта и влажности вашей муки. После того, как все собралось в комок, перекладываем тесто на рабочую поверхность и вымешиваем его в течение 10-15 минут. Хорошо вымешанное тесто становится эластичным и совсем не липнет к рукам. Обмазываем миску немного растительным маслом и перекладываем туда тесто. Накрываем и ставим в теплое место на расстойку. Как минимум тесто должно увеличиться в 2 раза. По времени это около часа. Тесто хорошо поднялось. Перекладываем на стол. Не обминая, делим его на 4 части. Руками расплющиваем в прямоугольник, а после скручиваем в рулет. Защипываем по краю, а теперь еще сворачиваем в улитку. Вот так должно получиться. Проделываем то же самое с остальными кусочками. Накрываем и оставляем еще на 15 минут. После опять же руками делаем пласт, а затем формируем батон, скручивая не слишком плотно, чтобы тесту было куда расти при выпекании. Повторяем те же проделанные ранее манипуляции. Защипываем край и подворачиваем концы.
Укладываем багеты на противень с расстоянием друг от друга. Накрываем и даем подняться в течение 20 минут. После чего смазываем каждую заготовку взбитым яйцом. Делаем острым ножом надрез посередине и отправляем в горячую духовку. Выпекаем при температуре 200 градусов до румянца 30-35 минут. Для помадки берем 40 грамм мягкого сливочного масла, 4 средних зубчика чеснока, натертые на мелкую терку, и пол чайной ложки соли. Размешиваем, и все готово. Багеты хорошо подрумянились. Смазываем их обильно сливочной помадкой. При желании делаем надрез еще раз, чтобы масло пропитало багет обильнее. Затем еще на 5 минут ставим противень в духовку. Все, багеты готовы. Аромат бесподобный, невозможно передать. Масла у меня немного осталось. Вымазываю его полностью, в еще теплую выпечку разрезав багеты на кусочки. Аппетитный и вкусный получился домашний хлеб. Настоятельно рекомендую испечь и насладиться этим божественным вкусом. Балуйте себя и своих родных. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!